Всем привет, ребята! Сегодня у нас на повестке дня мероприятие от администрации «Лавка разноцветного льда». Вчера я увидел вашу активность под предыдущим роликом с комментариями о просьбе снять обзор на этот ивент. Изначально я планировал сделать это в последний день события и потратить все накопленные ресурсы вместе с вами. Но после изменений, которые были внесены в магазине льда, выбора у меня практически не осталось. Поэтому ролик записываю уже сегодня. Честно говоря, времени сегодня было очень мало. Большую часть дня я провел на даче, затем приехал домой пару часов назад, и мне пришлось играть в каньон и медведя. И как только добрался до ноутбука, сразу сел записывать видео для вас. Вы вчера отлично поддержали ролик лайками, поэтому давайте сегодня покажем такую же активность. Тем более, что мне пришлось уговаривать жену смонтировать этот контент для вас сегодня, перед сном. Так что дружно ставим лайк, подготавливаем свои напитки, устраиваемся поудобнее. И давайте быстро пройдемся по самому мероприятию, а также подробно обсудим изменения, которые произошли в этом событии. Мероприятие «Лавка разноцветного льда» в нашей игре проходит уже второй раз. Впервые оно было доступно около 2 месяцев назад. Тогда многим игрокам понравилась сама концепция события, а особенно награды, которые можно было получить из магазина. Однако в этот раз администрация решила переработать ассортимент магазина, поэтому сегодня мы обязательно обсудим все изменения более подробно. Но для начала давайте разберемся с основами события. Наша задача – правильно размещать капельки варенья, чтобы выполнять заказы и за это получать награды. Стоимость одной попытки составляет 1 единицу варенья. Здесь все довольно-таки просто и понятно. После того, как все капельки будут размещены в правильных местах, а каждый цвет окажется на своей позиции, этап считается успешно пройденным. Если же вы разместили капельку неверно, то она теряется. Думаю, здесь тоже все достаточно логично. При этом, если вы попытаетесь повторно установить капельку на ячейку с тем же неправильным цветом, она автоматически вернется обратно, что вы не тратили свои драгоценные ресурсы впустую. Кроме того, в событии присутствует раздел со специальными заказами. Если честно, в чате моего телеграм-канала мне так никто не смог подробно объяснить принцип его работы. Ранее некоторые игроки говорили, что специальные заказы становятся доступны после 30-го этапа. Сегодня я не особо следил за чатом, информация о множителях после 30-го этапа тоже вроде никто не присылал мне. И если у кого-то есть точная информация по этой механике, обязательно напишите мне в телеграме. Думаю, это будет полезно не только мне, но и всем зрителям. Конечно, большинству из нас добраться до 30-го этапа будет непросто, но возможно среди нас есть игроки, которые уже дошли до него и смогут показать примеры или поделиться своим опытом. Теперь давайте поговорим о наградах. За каждый пройденный этап вы получаете основную валюту события. Это цветные купоны. Именно их можно обменивать в магазине сладкого льда, о котором мы поговорим с вами немного позже. Сразу отмечу, что количество купонов за прохождение этапов у меня может отличаться от вашего, так как все зависит от этапа развития сервера, поэтому цифры могут быть разными. Думаю, с основами события мы разобрались. Сегодня проходить этапы мы с вами не будем. Если вы считаете, что расположение банок у всех игроков одинаковое, то это не так. У каждого оно генерируется по-своему. Если вам будет интересно, я могу отдельно выпустить шортс с прохождением этапов и показать, как именно я собирал награды. Но это уже тема для другого ролика. А сегодня нас интересует совсем другое. Переходим ко второму разделу событий, это яркий праздник зимы. Здесь все достаточно стандартно. Награды слева доступны всем игрокам, а справа идут уже за донат. У нас есть две донатные ветки стоимостью 5 и 10 долларов. На мой взгляд, пакет за 10 долларов выглядит довольно-таки привлекательно. Он дает хорошее количество кристаллов огня, дополнительные ресурсы и небольшое количество цветных купонов. И, конечно же, цветное варенье. Однако приобрести его отдельно нельзя. Сначала необходимо купить пакет за 5 долларов. В более дешевом варианте ресурсов заметно меньше их. Но в любом случае, я подготовил для вас расчеты по всем возможным сценариям. Поэтому мы отдельно рассмотрим как вариант без доната, так и варианты с покупкой одного или сразу двух пакетов в текущем разделе. Теперь переходим к следующему разделу события. Здесь разработчики предлагают выполнять различные задания, за которые мы получаем цветное варенье. И это основной ресурс для участия в текущем событии. Для получения цветного варенья на ежедневной основе необходимо атаковать полярного ужаса, обучать войска, делать взносы альянса и, конечно же, есть опция совершения покупки в течение дня. При этом приятно, что даже за минимальное пополнение на 1 доллар можно получить дополнительные награды. Помимо покупки любого пакета, вы получаете 25 единиц цветного варенья для текущего события. А теперь давайте перейдем к самому интересному – расчетам. Думаю, именно ради них многие сегодня и собрались. Мы рассмотрим несколько вариантов участия в событии. Полностью бесплатный, а также несколько донатных сценариев с минимальными вложениями. Каждый сможет выбрать для себя наиболее подходящий вариант. Зачем вообще это все считать? Все просто. В самом событии есть раздел «Награда за использованный объем», который в этот раз заметно изменился. Раньше здесь было меньше ресурсов для снаряжения губернатора,
а теперь их количество увеличили. При этом изменилось число доступных кристаллов огня. Кроме того, разработчики добавили продвинутые метки за использование 150 единиц варенья. Честно говоря, надеюсь, что разработчики не готовят очередные масштабные изменения, связанные с питомцами, хотя определенные мысли на этот счет все же возникают. Особенно после того, как были изменены сроки появления полярных ужасов на более молодых серверах. Так, что-то немножко отвлекся, давайте вернемся к расчетам. Мы рассмотрим вариант без доната и несколько вариантов со вложениями, где наша главная цель добраться до отметки 200 либо 250 использованных единиц варенья. Поэтому давайте начинать. И первый вариант – это участие в событии полностью без доната. На старте события мы получаем 10 единиц цветного варенья. Выполняя 3 ежедневные миссии на протяжении всех 3 дней события, можно заработать еще 105 единиц варенья. Кроме того, в разделе «Яркий праздник зимы» из бесплатной ветки наград мы дополнительно получаем 10 единиц варенья. Таким образом, игрок без доната может получить в общей сложности 125 единиц цветного варенья за все время проведения события. А теперь рассмотрим вариант с минимальными вложениями, а именно покупкой пакета за $1. В этом случае мы дополнительно получаем 75 единиц варенья, что в сумме нам дает уже 200 единиц варенья. Однако здесь один есть важный нюанс, о котором стоит помнить. В самом событии доступны специальные наборы с вареньем, которые можно приобретать ежедневно. После ежедневного сброса они становятся доступны для покупки снова. Почему это важно? Если вы решите покупать любые другие наборы в игре, а не специальные предложения из данного события, то итоговых 200 единиц варенья может оказаться недостаточно. Дело в том, что для получения прогресса в основном меню события необходимо полностью завершить этап, поэтому часть варенья может уйти менее чем запланированное количество, а в нашем случае это 200 единиц варенья. Конечно, если у вас сохранились запасы с предыдущего события, ситуация становится проще. Кстати, цветное варенье сохраняется между событиями и не конвертируется в ресурсы после завершения ивента. Но даже если вы не планируете покупать специальный набор из этого раздела, а ограничитесь любыми покупками на $1, итоговые 200 единиц варенья позволят вам добраться до соответствующей отметки наград и получить ящики с материалами для снаряжения губернатора. Третий вариант подойдет тем, кто хочет подстраховаться. Можно ежедневно приобретать набор за $1 в данном меню. В этом случае общее количество полученного варенья составит уже 218 единиц. С вариантом для достижения отметки 200 в текущем меню, думаю, все достаточно понятно. За относительно небольшие вложения в размере $3 эту цель можно выполнить без особых проблем, но с определенными нюансами. Теперь поговорим о вариантах для достижения отметки в 250 использованных единиц варенья, где за это мы получаем кристалл огня. Именно к этой цели я планирую двигаться лично. Первый вариант выглядит следующим образом. Мы совершаем в течение 3 дней покупки за $1 и $3 в текущем разделе. В таком случае мы получаем 125 единиц варенья из бесплатных источников, по 20 единиц варенья ежедневно из специальных наборов, что за 3 дня нам предоставит 60 дополнительных единиц варенья, и 75 единиц мы получаем за выполнение условий покупок. В итоге за вложение в $12 мы с вами получаем 260 единиц варенья, чего достаточно для закрытия шкалы в 250 использований для получения дополнительных кристаллов огня. Есть и второй вариант. Он предполагает покупку пакетов за 5 и $10 в разные дни. Обязательно растягивайте эти покупки минимум на 2 дня, чтобы оба раза получить дополнительный бонус в виде 25 единиц варенья за покупку в текущем меню. Помимо ресурсов, которые выглядят неплохо в этих наборах, за эти покупки мы с вами дополнительно получаем 60 единиц варенья. На 3-й день уже можно смотреть по ситуации. Можно приобрести набор за $1 в этом событии, либо выбрать любой другой пакет по аналогичной стоимости. В результате общие затраты составят $16. Это дороже первого варианта, но взамен вы получите значительно больше дополнительных ресурсов из премиальных веток наград. По итогам у меня получится примерно от 260 до 266 единиц варенья. Все будет зависеть от того, воспользуюсь ли я дополнительной покупкой за $1 в меню варенья, либо возьму какой-то другой набор за $1. Надеюсь, с вариантами доната все понятно. Конечно, можно рассматривать и более дорогие сценарии участия, но лично для меня они уже не входят в рамки моего комфортного бюджета. Если кому-то потребуется помощь с расчетами для других вариантов, можете написать мне в Телеграме, постараюсь помочь и все посчитать. Что касается меня, то окончательное решение я пока еще не принял. Скорее всего, остановлюсь на варианте с затратами $16 за все событие. Это позволит мне приблизиться к получению скина из другого события от администрации, рассчитанного на $60 вложений, которые находятся в этом меню. Оставшуюся часть доната я, вероятнее всего, закрою недельными пакетами из раздела «Преимущества недели».
В таком случае общая сумма составит $30, а оставшийся недостаток до $60 буду определяться уже ближе к завершению события от администрации. Пока рассматриваю вариант с покупкой пакета экспертов или какого-либо другого выгодного предложения. Но принимать решение лучше в последний день, потому что никто не знает, какие дополнительные акции или интересный набор администрация может добавить по ходу события. Но теперь давайте поговорим о том, почему мой самый любимый ивент в игре уже не вызывает у меня таких эмоций, как раньше. Те, кто участвовал в этом событии в прошлый раз, наверняка помнят, насколько был выгоден этот магазин. Тогда мы смогли получить большое количество кристаллов огня, порядка 2000 единиц, а также внушительный запас шестеренок. Именно поэтому многие игроки ждали возвращения этого ивента. Но в этот раз концепция магазина заметно изменилась. Очень надеюсь, что разработчики будут чередовать ассортимент между разными версиями события. Однако, если честно, мне кажется, что вероятность этого не очень высокая. Тем не менее, даже после изменений в магазине остались интересные и полезные предложения. Все позиции мы сегодня разбирать не будем, а остановимся только на тех, которые лично я считаю наиболее важными. Первая обязательная покупка для меня – это ежедневные сундуки с питомцами. Я рекомендую каждый день выкупать по 5 сундуков со скидкой по 350 купонов. На протяжении всех 3 дней события именно эту опцию я считаю выгодной. Вторая обязательная покупка – это чертежи талисмана. Их постоянно всем не хватает, не в зависимости от уровня развития аккаунта. Поэтому для меня это одна из лучших позиций в магазине, и ее стоит брать не в первую очередь. Отдельно меня настораживает большое количество улучшенных меток, которые появились в ассортименте магазина. Очень надеюсь, что разработчики не готовят серьезных изменений в системе питомцев, потому что лично у меня они пока находятся только на синем уровне развития меток. А вот следующая рекомендация уже зависит от состояния вашего аккаунта. Для себя, скорее всего, я выберу обычные сундуки с питомцами по стандартной цене. Даже при моих относительно небольших вложениях в это событие мне позволит собрать довольно-таки большое количество таких сундуков. В качестве альтернативы я рассматривал и проектные планы. И если честно, во время подготовки ролика я долго думал, что выбрать между этими двумя опциями. Но все же остановлюсь на питомцах. Если бы мое снаряжение губернатора было развито хуже, чем сейчас, то после чертежей талисмана я, вероятнее всего, бы выкупил именно проектные планы. Однако на текущем этапе развития аккаунта для меня более приоритетным выглядят питомцы, а именно персональный сундук улучшения питомца. Поэтому мой личный список покупок выглядит следующим образом. Я ежедневно буду выкупать 5 сундуков с питомцами по скидке, обязательно приобрету чертежи талисмана и оставшиеся купоны я буду тратить на сундуки с питомцами по обычной цене. Если же у вас есть серьезное отставание по снаряжению губернатора, то вместо сундуков с питомцами я бы рекомендовал обратить вам на проектные планы. Все остальные позиции в магазине лично для меня выглядят менее приоритетными и уступают перечисленным вариантам по полезности. Вот в принципе и все, что хотел вам рассказать о данном событии. Конечно, немного обидно, что разработчики убрали из магазина кристаллы огня и шестеренки. Именно эти награды во многом делали прошлую версию события настолько привлекательной. Но даже несмотря на изменения, награды все еще остаются весьма достойными. На мой взгляд, лавка разноцветного льда и лесенки сейчас относятся к числу самых интересных новых мероприятий в игре. По ценности наград они заметно превосходят многие стандартные события, к которым мы уже давно привыкли. Будем надеяться, что администрация продолжит экспериментировать и выпускать новые активности в подобном формате. Ну а наша с вами задача следить за обновлениями и выбирать самые выгодные варианты участия. А вы что думаете по поводу новых изменений в этом событии? Обязательно напишите свое мнение в комментариях. С удовольствием почитаю ваши отзывы утром и обсудим все вместе. Ну а я желаю вам удачи в текущем событии, хороших наград и побольше везения. Ну а на сегодня все. Пойду охотиться на зверей, потому что еще не выполнил необходимое количество атак на сегодня. И параллельно буду смотреть футбол. Спасибо всем за просмотр, за поддержку и активность под роликами. Всем удачи и всем пока-пока.